Загадочный, гениальный, неуязвимый. Именно таким весь мир узнал и полюбил японского актера Нидзиро Мураками. Его персонаж в суперхите Netflix «Алиса в пограничье», парень по имени Чишия, стал международной иконой. Миллионы фанатов, затаив дыхание, наблюдали, как он с легкостью обыгрывает смерть в жестоких играх на выживание. Казалось, перед этим парнем открыты все двери мирового кинематографа. Уникальная внешность, бунтарский шарм, неоспоримый талант и статус одного из самых перспективных актеров Азии. Но что, если за маской хладнокровного гения скрывался человек, не способный контролировать собственную ярость в реальной жизни? В июне 2026 года японскую индустрию развлечений потряс тектонический взрыв. Нидзиро Мураками, кумир зумеров и звезда первой величины, был официально передан в руки прокуратуры Токио. Обвинения звучат как сценарий для самого мрачного триллера. Жестокое домашнее насилие, избиение, травмы, на лечение которых ушел целый месяц. Сам актер уже во всем признался, как вышло, что парень, рожденный в абсолютной роскоши и творческой элите Японии, променял съемочные площадки Netflix на скамью подсудимых. Почему его карьера уничтожена раз и навсегда, и что на самом деле происходило за закрытыми дверями его элитной квартиры в Сибуя. Сегодня мы разберем историю взлета и сокрушительного падения Нидзиро Мураками от всемирной славы до реального уголовного срока. Досмотрите до конца, эта история изменит ваше представление о кумирах экрана. Чтобы понять, кем стал Нидзиро, нужно вернуться в самое начало. Он родился 17 марта 1997 года в Токио. Мальчик не просто родился с серебряной ложкой во рту, он рос в атмосфере абсолютного культа богемы и искусства. Его отец, Дзюн Мураками, легенда японского независимого кино. Мать – певица Юа, икона японского андеграунда с невероятно мощным голосом и эксцентричным стилем. Родители настолько обожали природу и свободу, что назвали сына Нидзиро, что в переводе с японского буквально означает «сын радуги». Но радужное детство продолжалось недолго. Когда мальчику исполнилось всего 9 лет, в 2006 году этот богемный брак с треском распался. Опеку над сыном получила мать. Она решила увести детей подальше от суеты столичных неоновых огней, на полудикий, пропитанный традициями и океанским бризом остров Окинава. Там Нидзиро рос в окружении младших братьев и сестер от нового брака матери. Но Окинавы амбициозной матери показалось мало. Она хотела, чтобы сын рос человеком мира. Будучи подростком, Нидзиро отправляется в канадский Монреаль. Несколько лет он проводит там, учится в местной старшей школе, в совершенстве осваивает английский язык и впитывает западную культуру. Именно там, вдали от родины, в нем начинает зреть внутренний конфликт. С одной стороны, он сын знаменитостей, от которого все ждут величия. С другой – одинокий парень в чужой стране, пытающийся найти свое «я». Вернувшись в Японию, он принимает решение, которое навсегда изменит его жизнь. Он решает стать актером, но не хочет ассоциироваться со своим знаменитым отцом. В 2014 году, когда Нидзиро было всего 17 лет, происходит чудо. Знаменитый режиссер Наоми Кавасе ищет актера на главную роль в свою глубокую философскую драму «Все еще вода». Прослушивание проходит и Нидзиро, режиссер поражена. В этом юноше нет типичной для новичков зажатости. В нем чувствуется дикая необузданная энергия, которую он унаследовал от матери, и тонкое понимание кадра, доставшееся от отца. Фильм выстреливает. Его отбирают в основную конкурсную программу престижнейшего Каннского кинофестиваля. 17-летний парень из Токио идет по ковровой дорожке во Франции, а мировые критики называют его новым лицом японского авторского кино. За этот дебют Нидзиро получает награду «Лучший новичок» на кинофестивале в Такасаки. Режиссеры выстраиваются в очередь. В том же 2014 году он снимается в культовом кровавом триллере Такаси Миike «Страшная воля богов». Нидзиро доказывает, что он не актер одной роли. Он одинаково хорош и в глубоких артхаусных драмах, и в динамичных блокбастерах, и в театре, где дебютирует в 2016 году. К 2021 году его авторитет в Японии становится непререкаемым. За роль в криминальном боевике «Последний из волков» его номинируют на премию Японской киноакадемии за лучшую мужскую роль второго плана. Критики в один голос твердят: Мураками – это будущее японского кинематографа. Он невероятно органичен в ролях бунтарей,
одиночек, парней со сложной судьбой и скрытыми демонами. Тогда никто еще не догадывался, насколько близкими окажутся эти экранные демоны к его реальной личности. Но настоящий, оглушительный планетарный успех пришел к Нидзиро в декабре 2020 года. Стриминговый гигант Netflix выпускает адаптацию популярной манги «Алиса в пограничье». Сериал мгновенно становится международным феноменом, попадая в топ-10 более чем в 90 странах мира. И пока все обсуждали главных героев, настоящим крашем и любимчиком фандома стал именно он, Шунтаро Чишия, в исполнении Нидзиро Мураками. Белая олимпийка, вечная ухмылка на лице, абсолютное презрение к опасности и гениальный интеллект. Чишия не бегал в панике, не кричал от ужаса. Он стоял в стороне, анализировал человеческие слабости и выигрывал самые сложные интеллектуальные игры. Второй сезон, вышедший в конце 2022 года, только закрепил этот успех. Сцена в тюрьме, где Чишия разгадывает масти на ошейниках, стала вирусной во всех социальных сетях. ТикТок буквально разрывался от эдитов с Нидзиро Мураками. На него подписались миллионы людей со всего мира. Его начали приглашать топовые модные бренды, включая Burberry и Gucci. Лицо Нидзиро украшало обложки глянцевых журналов. Карьера парня взлетела в стратосферу. Но именно в этот момент, на пике абсолютного триумфа, в идеально отлаженном механизме жизни актера что-то ломается. Под блеском софитов начинают проступать первые трещины. Начало 2023 года. Нидзиро Мураками должен закрепить свой успех. Он получает важнейшую роль Кадзуторы Ханемии в мегапопулярной франшизе «Токийские мстители 2». Фанатам не терпится увидеть его в роли культового персонажа манги. Также он утвержден на главную роль в грандиозной театральной постановке по мотивам культового аниме «Evangelion Beyond». Это колоссальная ответственность и признание его статуса. Но внезапно происходит то, чего никто не ожидал. Незадолго до премьеры «Токийских мстителей» Нидзиро просто исчезает. Он не появляется на красной ковровой дорожке. Более того, его агентство официально заявляет, актер экстренно покидает театральный проект «Евангелион». Официальная формулировка менеджмента звучала тревожно. Тяжелое физическое и психическое расстройство, вызванное истощением. Агентство заявило, что актеру необходим полный покой и длительный перерыв. Фанаты заваливали соцсети словами поддержки, думая, что парень просто выгорел от сумасшедшего графика Netflix. Однако у японских таблоидов, в частности у знаменитого своими расследованиями журнала «Шукан Буншун», была другая информация. Инсайдеры со съемочных площадок начали шептаться. Дело не только в усталости. Появились слухи о неадекватном поведении актера, регулярных вспышках гнева, агрессии в сторону стаффа и коллег, а также о серьезных личных проблемах, которые Нидзиро уже тогда не мог скрывать. Почти на 2 года Мураками уходит в тень. Он лечится, восстанавливается и возвращается к работе лишь в 2025 году. Он соглашается на камео в 3-м сезоне «Алисы в пограничье», снимается в международном проекте «Потерянные и воссоединенные». Казалось, кризис миновал. Актер перерос свои проблемы и готов к новому триумфу. 26 июня 2026 года. Обычный летний день, который навсегда похоронил карьеру Нидзиро Мураками. Ведущие СМИ Японии, включая государственную телекомпанию NHK, выходят с экстренными заголовками. Полиция Токио передала дело актера Нидзиро Мураками в прокуратуру по обвинению в жестоком избиении. Мир замер в шоке. Что произошло? Согласно материалам следствия, которые попали в прессу, ужасающие события происходили в период с марта по май 2024 года, как раз в то время, когда актер пытался вернуться в индустрию. Нидзиро проживал в своей квартире в районе Сибуя со своей девушкой, чье имя по закону не разглашается. То, что происходило за закрытыми дверями этого дома, напоминало сущий кошмар. Девушка заявила, что за эти 2 месяца Мураками совершил на нее как минимум 4 жестоких нападения. Это не были обычные бытовые ссоры. Актер действовал с пугающей жестокостью. Из материалов дела следует, что он хладнокровно избивал ее кулаками по лицу, таскал за волосы и несколько раз с силой бил головой о оконное стекло.
Травмы несчастной оказались настолько серьезными, что ей потребовалось больше месяца непрерывного медицинского лечения, чтобы просто восстановиться физически. Психологическую травму измерить невозможно. Очевидно, запуганная и сломленная девушка долго не решалась пойти против влиятельной звезды. Лишь в начале 2026 года она нашла в себе силы и подала официальное заявление в полицию Токио. Полиция Харадзюку немедленно начала расследование. Нидзиро Мураками был вызван на добровольный допрос. И здесь, в отличие от своего изворотливого персонажа Чишии, актер не стал вилять. Под тяжестью улик он полностью сломался. В протоколе допроса зафиксированы его слова: «Нет никаких сомнений в том, что я причинил ей эти травмы, я сделал это». 28 июня 2026 года Нидзиро прерывает молчание в соцсетях. Он публикует пост на японском и английском языках. Но вместо искреннего раскаяния перед жертвой текст выглядит как сухой шаблон от пиарщиков. «Я хотел бы принести искренние извинения за беспокойство и неудобства, которые я причинил всем причастным, моим фанатам и сторонникам». Слово «неудобство» в контексте жестокого избиения женщины вызвало волну ярости в комментариях. Интернет-сообщество буквально вскипело. «Неудобство? Ты разбил человеку голову об окно и называешь это неудобствами?» Фандом Алисы в пограничье в один миг отвернулся от своего кумира. Что ждет Нидзиро Мураками дальше? В Японии дела о нанесении серьезных телесных повреждений рассматриваются с максимальной строгостью. Передача дела в окружную прокуратуру Токио означает, что гособвинители готовят официальный судебный процесс. Учитывая тяжесть травм, требовавших более месяца лечения, и чистосердечное признание самого актера, реальный тюремный приговор – это практически гарантированный финал этой драмы. В японском праве за подобные преступления предусмотрены реальные сроки заключения от 2 до 15 лет. Но даже если адвокаты смогут выбить для него условный срок или смягчение приговора за счет былых заслуг и связей его богемной семьи, как актера, для мирового и японского кинематографа Нидзиро Мураками больше не существует. В Японии культура отмены работает беспощадно. Проекты с его участием уже замораживаются, стриминги пересматривают контракты, а его имя навсегда вычеркнуто из списков перспективных звезд. Третий сезон «Алисы в пограничье» станет его лебединой песней, если сцены с ним и вовсе не вырежут при монтаже. История Нидзиро Мураками – это трагический и поучительный пример того, как легко разрушить все. Имея колоссальный талант, всемирную любовь, деньги и безграничные перспективы, он не смог совладать с собственной агрессией. Он думал, что реальная жизнь – это игра в пограничье, где правила можно подстроить под себя, а статус суперзвезды защитит от любых последствий. Но реальность оказалась куда суровее. Сын Радуги выбрал для себя самый мрачный финал – тюремную камеру. Что вы думаете об этой истории? Способны ли вы теперь смотреть Алису в пограничье и видеть в Чишии прежнего харизматичного героя, зная, что актер творил в реальной жизни? Напишите свое мнение в комментариях. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить новые подробные разборы. До новых встреч!